Всем привет! У нас сегодня здесь так много свободного места, потому что мы будем обозревать кое-что крупненькое. Думаю, по обложке видео вы уже поняли, что это будет. Это вот такая сумочка в виде мордашки олененка. Если вы помните, я для куколки Блайс делала наряд олененка, и там была вот такая крошечная сумочка, безумно очаровательная. И я подумала, а что если сделать такую сумочку, но немножко побольше? В такую сумочку можно положить всякие конфетки, мандаринки, поставить под елочку. Думаю, это будет чудесный сюрприз для какой-нибудь маленькой модницы. А после Нового года такую сумочку можно поносить на улицу, покрасоваться. Она очень атмосферная и подходит к зимнему времени года. Так что вот, идея появилась. И я потратила больше недели, чтобы ее реализовать. Получилась у меня вот такая сумочка. Сейчас мы с вами ее посмотрим со всех сторон. А кроме того, у меня есть идея снять для вас видео, как такую сумочку связать. Со всеми подробностями, со всеми схемками. Как вам? Я надеюсь, что вам эта идея нравится. Вы меня поддержите и лайками, и комментариями, чтобы мой энтузиазм не угас. Потому что работа предвидится большая. Но я хочу вам это все снять, выложить и желательно за пару недель, чтобы у вас было еще немножко времени навязать таких сумочек. Но давайте начнем с того, что рассмотрим сумочку со всех сторон. Сзади у нас сумочка жесткая, тверденькая. Там вставлена пластиковая вставка, чтобы сумка хорошо держала форму. Наружная часть, вот эта мордашка, она без вставочек, она мягкая, но она весьма неплохо держит форму свою. Особенно если там внутрь что-то положить, то сумочка вообще выглядит довольно пухленько. Здесь использованы более плотные столбики без накида. Этот узор совершенно несложный, ничего в нем такого сверхъестественного нет, но урок я вам запишу и закину в библиотеку с другими уроками, чтобы он у вас был. Пятнышки, связанные из мохеровой пряжи, пришиты, немножко привалены иголочкой, спереди, сзади, такие немножко покрупнее здесь есть. В ушках тоже есть такие вставочки. Ушки хорошо держатся, кстати. Рожки на проволочках. И эта проволочка вот здесь тоже придает форме сумочку. Все это я тоже буду вам, конечно же, показывать и рассказывать подробно. Шлеечка. Здесь связана вставочка, чтобы шнурки не резали плечо, чтобы было удобнее носить. В качестве декора вот такие деревянные колечки. А здесь на кончиках бусинки. Шлеечка регулируется благодаря вот этим колечкам, но длина регулировки не такая уж большая, где-то от 70 до 95 сантиметров. Это такая средняя длина шлеечки для ребенка. Сумочка на замочках. Открываются они прям до самого низа. Можно ее прям разложить. Здесь тоже вязаная. Здесь даже есть небольшой кармашек. Можно туда что-нибудь положить. Можно было бы здесь сделать молнию, тоже замочек сюда вшить, но я подумала, что для детской ручки, в принципе, наверное, не стоит. Чтобы не было вот этих острых краешков. Просто ручкой залез, достал и все. Но в целом здесь можно вставить молнию, чтобы было аккуратнее. Сумочка небольшая, но достаточно вместительная. Много чего можно туда положить, и уж точно много конфеток. Вот такая. Как вам? Давайте я вам сейчас расскажу, какие материалы для изготовления этой сумочки нам понадобятся. В первую очередь насчет пряжи. Вязала я эту сумочку из пихорки, детская новинка, бежевый цвет, коричневый. Бежевый — это цвет фрез, номер 89. Коричневый — это цвет капучино, номер 187.
принципе, вы можете взять любую другую пряжу, но учтите, что если пряжа другой толщины и разбежка в плотности вязки большая, то размер замочков, размер вставочки пластиковой в сумочку и некоторых других деталей вам придется подбирать самим. Также из пряжи вам понадобится немного красненькой, связать носик, немного розовой для щечек и немножко черной для бровок и ротика. Также черная пряжа вам может понадобиться, если вы захотите связать вот эти шнурочки самостоятельно. Второй вид шлеечки я вот придумала вместо вот этой немножко другую сделать. Так вот, для нее шнурочек я буду просто вязать сама из черной пряжи. А здесь я использовала готовый витой черный шнур. Также, чтобы связать мохнатые детальки, вставочки на ушках и пятнышки, нам понадобится немножко мохеровой пряжи. Вот у меня такой кид мохер, остаточки, надо ее немного. Кроме того, вставочки на ушках и пятнышки можно также сделать в виде термоаппликаций. Урок есть на канале, можете взглянуть и решить, как вам будет удобнее связать такие пятнышки, пришить их, либо использовать термоаппликацию и приклеить. В принципе, и тот вариант вполне себе хороший и имеет место быть. Кроме того, нам понадобится пара глазок, либо 20, либо 21 мм. Вот эти у меня, например, 21, но 20 мм тоже подойдут. Глазики берите безопасные, либо пришивные. Клеевые глазки не советую брать, все-таки это сумочка. Если глазки будут клеевые, они будут недостаточно надежны. Поэтому поищите все-таки безопасные, либо пришивные. Для крепления рожек нам понадобится проволочка и тканевый белый лейкопластырь. Проволочку толщину берите 0,3 либо 0,4, то есть не толстую, тоненькую. Мы ее будем вдвое складывать, так что такой толщины достаточно. Тканевый лейкопластырь продается в аптеке. Он такой липкий, белый, совершенно стандартный. Я всегда беру вот подобный лейкопластырь, когда мне нужно вставлять проволочку где-то в ручки, в ножки игрушкам. Вот чтобы обезопасить кончики, я обклеиваю их вот таким лейкопластырем. И здесь нам он тоже пригодится. Также для декора шлеечки я взяла вот такие металлические колечки. Вы можете взять либо деревянные, либо металлические, как вам больше нравится. Диаметр колечек 3 сантиметра. Можно взять 3, либо 4, либо что-то между вот этими размерами. Также нам понадобится пластиковая вставочка. Как вы помните, задняя стеночка у нас жесткая, она хорошо держит форму. Такой пластик можно найти в каком-нибудь магазине Fix Price, например. Вырезала я этот треугольничек из обычной гибкой кухонной досочки. То есть я в Fix Price нашла досочку гибкую, такую толстенькую. Размер у нее был достаточно большой, по-моему, 30 на 40 или около того. В общем, у меня из нее получилось вырезать два таких треугольничка. Один вот уже стоит в сумочке, и вот будет второй. Такая досочка достаточно толстая, вы можете глянуть и потоньше. Главное, смотрите, чтобы она достаточно хорошо держала свою форму. Размер такого треугольничка примерно 17 сантиметров. И здесь тоже примерно 17. То есть, если у вас досочка или кусочек пластика откуда-то вы взяли, и у него размер сантиметров 20 на 20, то вам вполне хватит. Также для вот этой вставочки нам понадобится два таких же по форме кусочка изолона, либо фоамирана. Это для мягкости. Мы положим один здесь, один здесь. У нас будет более мягкая такая вставочка. И кроме того, на эту вставочку будет одеваться тканевый чехольчик. Тоже понадобится два кусочка такой же формы. Ткань может быть любой. Подойдет даже обычный хлопок. Единственное, смотрите, чтобы ткань не тянулась слишком сильно. Например, для сумочки я брала трикотаж джерси. Он тянется, но он тянется не сильно, поэтому, в принципе, он подошел. Но, как я и сказала, смотрите, чтобы ткань не тянулась слишком сильно. Если она будет слишком сильно тянуться, нам будет неудобно вставлять ее в сумочку, пришивать к ней подклад и так далее.
Берите что-нибудь менее тянущееся. Так, ну и, конечно же, замочки. 2 штучки бежевых замочков. Берите разъемные длиной 30 сантиметров либо более. Берите разъемные, потому что так нам будет их удобнее пришивать. Поэтому я советую вам взять именно разъемные. Длина должна быть не меньше 30, но если вдруг в магазине вы 30 сантиметров не нашли нужного цвета, берите больше. 35, 40, 45, 50. У меня вот здесь 50-ки, потому что другого размера нужного цвета в этот раз не нашлось. Это ничего страшного. Я вам покажу, как их укоротить, как спрятать кончики, чтобы все было красиво и аккуратно. Еще такой момент. Если у вас бегунки вот такие, не очень симпатичные, да, бежевые такие, самые обыкновенные, вы можете купить отдельно металлические бегунки. В этот раз я взяла, например, вот такие 2 штучки. В прошлый раз у меня были немножко другие хвостики, но в этот раз вот такие нашлись. Я заменю вот эти бегунки на вот эти. Как менять бегунки, я тоже вам покажу. Главное, когда покупаете, учитывайте размер, потому что молнии бывают разного размера, соответственно, и бегунки к ним нужны разного размера. Лучше всего придите в магазин, возьмите с собой эти замочки или купите в одном и том же магазине и замочки, и новые бегунки. Вам тогда продавец подберет по размеру, какие вам нужны. И у вас будет вот такая красивая молния с красивым бегунком. Ну вот, кажется, и все. Я вам рассказала все, что нам понадобится для создания такой сумочки. Я вам здесь еще раз вывешу списочек, что вам понадобится. Можете начинать готовить материалы. Будем вместе с вами вязать вот такое чудо чудесное. А на этом сегодня у меня все. Всем пока-пока!